готические башни и шпили, впивающиеся в небо. Мы находимся в Оксфорде, город студентов и туристов, знаменитый своим университетом. А для того, чтобы лучше понять, куда вам пойти учиться, и чем Гарвард отличается от Оксфорда, а Оксфорд от Кембриджа, пройдемся по университетскому колледжу, куда приглашаю вас я, Люкреция Кей. Начнем с того, что Гарвардский университет находится в городе Кембридж в штате Массачусетс в Америке, а мы находимся в Англии. Уже легче. Но в Англии имеется свой Кембридж, куда я, несомненно, приглашу вас как-нибудь в другой раз. Остается Оксфорд, где мы находимся в данный момент. И у нас имеется возможность, а главное желание, посмотреть университет не только со стороны, но и проникнуть в его стены. Занятия в университете уже идут, и таблички о соблюдении тишины, как напоминание туристам, установлены в начале маршрута. Кого только не видели стены здания этого университета, кто только не ходил по этим лестницам, ведь среди преподавателей и выпускников Оксфорда 72 лауреата Нобелевской премии, 28 британских премьер-министров и многих глав государств и правительств по всему миру, 6 королей, 12 святых, олимпийские медалисты, ведущие политики, ученые, люди литературы и искусства. А на этой лестнице профессор МакГонагал встречала Гарри Поттера и других первокурсников. И если вам напомнить, добро пожаловать в Хогвартс. Итак, мы находимся в большом зале. Присмотревшись, вы, возможно, признаете некоторые места съемки фильма о Гарри Поттере, найдя 10 отличий из 10. Так уже роднее, теплее и узнаваемее становится нам Оксфорд. И я такая готовлю запечатлеть себя то ли для фото, то ли для видео. Как получится. А туристов много, особенно из Гонконга, Кореи и Японии. Величественные картины, соответствующий инвентарь, а в воздухе запах еды, так как это действующая столовая и закрывается для посетителей во время приема пищи студентами. С особой важностью наблюдатели следят за порядком доверенного им участка, а на стульях выбиты таблички с именами знаменитых людей, сидевших на них в разные времена. Действительно, Гарри Поттер в Оксфорде имеет смысл. Но не только он. К кафедральному собору Христа мы направляемся через внутренний дворик по монастырским коридорам. Да, это впечатляет. Своды из лепнины смотрят на нас из глубины веков, и мы ходим по средневековым переходам. А это тот самый момент, когда я снимала соответствующие кадры. На пути к собору нам встретился сувенирный магазин, и мы, конечно, непременно решили заглянуть, чтобы посмотреть на коллекцию товаров для туристов, которые так же, как и все различные экскурсии, поддерживают финансовую составляющую университета. Многочисленные переходы, монастырские дворики, общежитие, библиотека и множество других сцен было отснято на территории Оксфорда для фильма о Гарри Поттере. Но не только эти волшебные чудеса хранят эти стены. Здесь провела все свое детство та самая Алиса из детской книги «Приключения Алисы в стране чудес». Отец девочки занимал пост декана университета, а преподаватель математики
Льюис Кэрролл, известный всему миру под именем Чарльз Додсон, писал сказочную книгу. Колледж Церкви Христа, где мы сейчас находимся, традиционно хранит древние захоронения и пол из могильных плит. Данное захоронение предположительно является могилой сэра Джорджа Новерса, умершего в 1425 году, а предположительно потому, что изображенные доспехи имеют более ранний характер, чем период жизни сэра Джорджа Новерса, или же были подготовлены при его жизни. Панели ниже заполнены щитами оружия. Другой памятник под очень богатым навесом относится к приору Гаймонду, умершему в 1149 году, но, возможно, и не относится к его времени, так как детали гробницы датируются поздним периодом, в царствовании Эдуарда I, 2 столетиями позже. А хотя возможно, что нормандский настоятель, под руководством которого был восстановлен религиозный фундамент святой Фрайдисвайт, был удостоен этой чести спустя много лет после своей смерти. Колледж Церкви Христа, Крайстчерч, самый маленький кафедральный собор Англии и самый большой в Оксфорде, был основан в 1525 году кардиналом Томасом Уолси на территории монастыря святой Фрайдисвайт и знаменит своими витражами работы Берн-Джонса. Побывать в Оксфорде и увидеть многовековую историю – это возможность получить представление о жизни мировой студенческой элиты и насладиться видом актуальных университетских дворов. Город дремлющих шпилей. Так окрестил Оксфорд поэт Мэтью Арнольд из-за обилия готических церквей, соборов и колледжей. Старинный университетский город основан в IX веке, а имеющиеся данные о преподавании относят нас к 1096 году, что делает университет старейшим в англоязычном мире и вторым после Болоньи, после того, как Генрих II запретил английским студентам посещать Парижский университет. Еще несколько фактов. Красивый каменный мостик в самом центре Оксфорда переводится как «мост вздохов». По форме он напоминает венецианский мост Риальто. Здесь же мост вздохов соединяет 2 корпуса Харвардского колледжа, и правильнее было бы назвать его Харвардским. Я хочу сказать еще несколько слов о Бодлианской библиотеке. Ее основателем является епископ Томас Кэббом, умер в 1327 году. Он создал при университете небольшое собрание книг, прикованных к полкам цепями, во избежание их выноса за пределы здания. В Бодleian Library Оксфордского университета хранится самое крупное книжное собрание Великобритании, и она оспаривает у Ватиканской право называться старейшей в Европе. Библиотека носит имя сэра Томаса Бодли, известного собирателя старинных манускриптов, состоявшего на дипломатической службе королевы Елизаветы. В 1602 году Томас Бодли не только восстановил библиотеку, но и помог ей занять новые помещения. Ротонда Ратклиффа – одно из красивейших зданий знаменитой библиотеки Бодли, открытие которой состоялось в
13 апреля 1749 года. В Оксфорде есть еще несколько интересных мест, которые я хотела бы показать вам. Поэтому мне будет чем заняться, чтобы сделать ваши путешествия со мной не только познавательными, но и увлекательными. Так что до встречи! Всегда ваша Люкреция Кей.